Дорогие наши подписчики, привет! Привет и всем любителям ретро-мототехники! Сегодня мы делаем обзор о крутейшем мотоцикле компании Indian, модель 841. И не зря этот мотоцикл вознесен на подиум нами, потому что он абсолютно необычный и такой крутой, что даже мы, практики езды на ретро-мотомотоциклах, опасаемся этого, без преувеличения сказать, темно-зеленого жеребца. Почему? Узнаете чуть позже. А пока подписывайтесь на наш канал и слушайте. «1941 год был годом тяжелых поражений наших англосаксонских союзников в Северной Африке. Генерал Роммель во главе африканского корпуса вермахта просто в хвост и в гриву гонял их, да так, что они задержались всего в 60 милях от Александрии. Представляете, что бы было, если бы немцы зашли в Александрию, ведь недалеко Порт-Саид, а там перерезка Суэцкого канала, и Англия корчится, задыхается без нефти. Что предприняли американцы? Это великая технологическая нация. Они спросили себя сами, почему немцы нас побеждают. Ответ в технике, друзья. И с точки зрения мотоциклетной военной техники был дан приказ основным американским производителям компании Harley-Davidson и Indian создать мотоциклы, чтобы не хуже, чем у немцев, а даже и лучше. Сказано, сделано. Прежде всего, американцы для себя решили, для боевых действий на мотоцикле в условиях пустыни нужен, первое, кардан, это абсолютно понятно, ведь песок это абразив, и цепь выходит из строя просто мгновенно. Второе, нормальное охлаждение цилиндров, которое страдало из-за традиционных американских двоек, где задний цилиндр, который не обдувает по ходу движения воздух, всегда грелся. Компания Harley-Davidson, ничтоже сумняшися, скопировала BMW R71, а инженеры из Индиана подошли к этой проблеме с присущей им инновационностью. Так появилась развернутая двойка для лучшего охлаждения, кардан и этот великолепный мотоцикл. Вот, я соскакиваю с рамы просто. Нормально, тяни еще.
Этот мотоцикл принадлежал, это документально подтверждено, господину Роберту Маклину. Это как у нас Егоров и Кантария. Вот у наших выдружали Егоров и Кантария знамя над Рейхстагом, а Роберт Маклин в составе 6 морпехов выдружал знамя победы над Ивадзимой. И вот этот конкретный мотоцикл ему принадлежал. И конкретно вот у этого мотоцикла, вот если вы обратите внимание, у него такое необычное стекло спидометра, необычного цвета. Вот это опять же американцы экспериментировали, кварцевое стекло, которое не видно с аэроплана. Вот едет, ему не нужна светомаскировка, но с аэроплана огонька не видно. — 20 тысяч миль для мотоцикла, которому 70 лет, 75 лет, это немало. То есть спидометр родной? Да, все родное. Все родное, конечно, там следующий вопрос будет, чего не родного, да, так как это мотоцикл абсолютно ходовой. Вот ваш покорный слуга буквально 2 недели назад дал на нем 100 км в час, да, по шоссе. Ходовой, там, естественно, все жидкости, подшипники, внутри резина, это все современные аналоги, да, то есть, ну а так все, как говорят, на родне. Нужно сказать, что в 1942 году американцы превзошли все тогдашнее мотоциклостроение. Ну, немцев мы оставляем в стороне с их монструозными тяжелыми BMW R75 и Цундап КС-750. Но уже в 1942 году американцы делали военный мотоцикл с прицелом на послевоенные мирные продажи. И Индиан 841 просто напичкан техническими новшествами. Но прежде всего, естественно, это ножное переключение перемен передач. Уже ручное сцепление, что для американцев было супер-пупер новшество. И посмотрите, фишка. Всегда у Индиана ручка газа с этой стороны, с левой. Но тут американцы, просто обуреваемые мыслями, чтобы захваченные мотоциклы не могли использоваться солдатами противника, сделали не просто ручку газа слева, они еще и прибавление газа сделали не традиционным способом на себя, а от себя, против. Поэтому даже такие профессионалы езды на ретро-мотомотоциклов, как ваш покорный слуга и вся команда Мотомира, с трудом на нем ездят. Да почему? Потому что движок настолько приемистый, потому что у двигателя на каждый цилиндр свой карбюратор и необычная арматура управления делают этот мотоцикл очень опасным в поворотах, когда забываешь все навыки и включаются инстинкты. Пытаешься сбросить газ там, где у Индиана выставление угла опережения зажигания, забываешь про эту ручку газа и прямиком едешь с дороги в лес. Хорошо, если кустарник будет небольшой. Кстати, всего 1000 штук было сделано, поэтому сегодня это очень-очень-очень редкий мотоцикл. Так что приезжайте, прокатитесь, не стесняйтесь.
V-образная двойка, развернутая поперек хода движения, конечно же, идеально охлаждалась набегающим встречным потоком воздуха. Все очень правильно и грамотно закапотировано. Тут даже такая деталь, что фильтр, конструкцию которого трижды меняли инженеры Индиан, позволил увеличить в условиях высокой запыленности и песчаной почвы ресурс двигателя с 4 до 20 тысяч миль. Ну извините, 20 тысяч миль – это 36 тысяч километров. В общем-то, вполне себе ресурс для военного мотоцикла. Ну, конечно же, все делалось с прицелом на послевоенные гражданские продажи. Но после войны компания Индиан почила в апозе, и эта конструкция до сих пор видится нам в двигателях компании Moto Guzzi, которая до сих пор выпускает великолепные мотоциклы с V-образным расположением цилиндров поперек движения. Вот такой у нас Индиан. Приезжайте, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новинок ретро-мототехники. Спасибо!